Привет, с вами Корней. Это моя замкнутая экосистема, с ней произошли удивительные изменения. Я давно за ней не наблюдал, потому что ничего не происходило. И вдруг я неожиданно заметил, что зеленой массы убавилось. На самом деле полностью погибла мимоза, остался только фикус Бенджамина. Ну и, конечно, самое удивительное изменение – это то, что на дне, на почве образовался какой-то странный белый налет. Я это связываю с последним влиянием моим на эту экосистему, потому что я сюда заливал талую воду из ледника, который был добыт в вечной мерзлоте. Я подумал, что, возможно, в этой воде содержатся какие-то древние бактерии, жившие многие десятки, а может быть и сотни тысяч лет назад. Хотел посмотреть, что из этого выйдет. И действительно, что-то интересное получилось. Ну, как вы видите, стенки банки достаточно грязные. Сейчас я их почищу, чтобы было лучше видно. Ну вот теперь видно получше. Какая-то странная действительно масса белая. Сейчас я какую-то часть этой массы достану оттуда и посмотрю, что же из себя это представляет. Ого. Так. Она достаточно плотная. Я думал, это что-то вроде пены, но это такой цельный кусок какой-то биомассы. Так, наверное, сейчас я срежу фикус Бенджамина, потому что он все равно уже гибнет, по нему это видно, и попытаюсь достать всю массу целиком. Ну что ж, вроде бы я все приготовил. Приступим. Так, вот наш фикус. И вот наша масса. Вот так она выглядит. Так, промоем ее. Субстанция совершенно непонятная. Я даже не могу сказать, это организм животного или растительного происхождения. Надеюсь, это хотя бы не заразное. Наверное, это стоит изучить как-то более внимательно. Как вы видите, она квадратной формы, то есть повторяет форму сосуда, в котором выросла на поверхности Земли. И я хочу сейчас следующим образом продолжить эксперимент. Я хочу разрезать эту массу пополам. Так. Разрезав ее пополам, я половину помещу обратно в эту банку и буду смотреть, как это все развивается в условиях замкнутой экосистемы. А половину я помещу в открытую банку. Потому что мне интересно, жизнеспособны ли древние организмы при полноценном контакте с современной средой. Потому что, конечно, в этой банке есть современные микроорганизмы, но там какой-то ограниченный их набор. В жизни, конечно же, микроорганизмов самых разных намного больше. Так, наверное, для начала я
в эту банку помещу немного земли отсюда. Теперь разрежем. Пахнет грибами. Когда я закладывал экосистему, я закопал в землю один кусочек шампиньона. И, может быть, это вот шампиньон таким образом мутировал под действием воды из ледника. Но это, мне кажется, маловероятным. Скорее всего, это какой-то древний гриб, споры которого находились в леднике. И вот таким образом он начал развиваться. Одну часть помещаем в новую банку. Она у нас будет открытой, но буду поливать водой, чтобы сохранялась влажность. А вторую часть по-прежнему поместим в замкнутую экосистему и будем хранить ее герметично. Ну что ж, теперь посмотрим, произойдет ли что-то дальше. С вами был Корней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.